Простившись с Севим, Саид летел домой словно на крыльях. Ну конечно же на крыльях любви. Прямо с порога он ошарашил свою милую тетушку, почтенную Берин Ханым Фенди, сообщением о том, что в самый кратчайший срок женится, то есть сочетается с законным браком, иными словами, собирается свить семейное гнездышко. Ибо голубка, которую он искал для этого гнездышка, найдена. Ее зовут Севим, очаровательный Севим, она его звезда. Как раз о такой он мечтал всю жизнь. Одно имя чего только стоит. Севим, нежность, любовь. Как же там ее фамилия? Он не помнит. Да и какое это может иметь значение? Главное, любовь с первого взгляда. Все равно после свадьбы она станет Севим, рыжий сын. Где же он с ней познакомился? Господи, на улице, конечно. А полюбил в кино. Когда же провожал до дому, то понял, что именно такой можно смело верить в свою судьбу. В глубине души тетушка Берин уже давно вынашивала мечту о женитьбе племянника, и многочисленные представители рода Рыжесынов тоже питали такую надежду, что именно Саиду удастся продолжить их древний род, ибо больше надеяться было не на кого. Саид оказался единственной молодой веткой некогда могучего дерева, единственным побегом, на котором мог еще распуститься цветок и созреть плод. Поэтому все торопили события, опасаясь, как бы не иссякли живительные соки, не ослабли корни, иначе ствол, гордо стоящий на протяжении 250 лет, рухнет. Несмотря на все это, тетушка Берин твердо считала, что будущая супруга Саида должна во что бы то ни стало происходить из знатной, всеми уважаемой семьи, достойной и славного рода. Не дай бог попадется какая-нибудь вертихвостка, а крутит мальчика, ведь на богатство может польститься любая. Саид решительно отверг все опасения тетушки. В жизни не видел более достойной девушки. Вы знаете мою проницательность. Неужели так быстро раскусил ее мой мальчик? Тетушка, вы забываете, что я учился в Париже, и людей я теперь вижу насквозь. Что же касается моих денег, то Севим понятия о них не имеет. И потом она так торопилась домой, что я не успел сделать ей предложение. Ты слишком доверчив, мой мальчик. Я уверен, что она из порядочной семьи. Наведите справки, и вы убедитесь в этом сами. Тетушка не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день к вечеру ей было известно о фейерверках все, что нужно. И даже больше, чем нужно было знать. Так она узнала, что фейерверки семейство почтенное, известное и богатое. Торговля дамским бельем дело всегда было прибыльным. Но фамилию свою, передаваемую обычно по мужской линии, они получили от матери Хасыббея, прославившейся на всю округу как Фериде Фейерверк. Не менее знаменитой оказалась и другая бабка Севим, мать почтенной Муджихара Ханым Эмине. Жила-то баб в Веренкиге, богатом квартале, где стояли особняки вельмож падишахского двора, главного султанского пирожника, главного султанского бродобрея, главного портного, главного садовника, главного стеклодува, главного стегольщика дел, словом, жили на этой улице одни главные. И среди них всех главнее была Эмине, ибо все боялись этой сплетницы, прозванной главной султанской балаболкой. То обстоятельство, что главную роль в семействе Севим всегда играли женщины, несколько беспокоило тетушку, однако, вернувшись с рекогностировки, она сказала племяннику: «Мой мальчик, ничего плохого о семье этой девушки сказать не могу». «А я вам что говорил, милая тетушка? Семья знатная, а вот к самой девушке душа у меня почему-то не лежит». «Как? Вы ее видели? Вы были у нее дома?» «Дома не была, но слыхала, что они люди толкуют». «Что же они могут там толковать?» – рассердился Саид. «Будто твоя Севим, словно неугомонная арабская кобылица, секунды на месте не постоит. Для такой, говорят, нужен очень хороший наездник. Боюсь, мой мальчик, тебе в этом селе не удержаться». «Не волнуйтесь, тетя, в моих руках она будет кроткой. Прошу вас, пойдите завтра к ее матери и попросите от моего имени руки прекрасной Севим». «Нет, мой мальчик, ты сделаешь девушке предложение сам. Теперь уж так заведено. Вы уж сами между собой договоритесь. А я после этого поеду к ее родителям». «Хорошо, тетушка. Положитесь на меня, и все будет в порядке». Саид делает предложение. Несколько раз Саид приближался к дому, где жили фейерверки, не решаясь подняться по лестнице и позвонить в дверь. Хотя Севим и приглашала его, он никак не мог придумать, что сказать ему, когда ему откроют. Да, конечно, Севим говорила, что мать ее демократка, а отец большой либерал. Но кто их поймет, этих нынешних демократов и либералов? Саид топтался на месте, как футболист у мяча на 11-метровой отметке. Проторчав часа полтора около дома, он наконец-то собрался с духом, смело вошел в подъезд и уже было протянул руку к звонку, как вдруг дверь отворилась, и из квартиры вышел молодой человек. Неведомая сила тотчас подхватила Саида, и он оказался этажом выше. «Наверное, это старший брат Севим», – подумал Саид. Потом, выждав немного, стал потихоньку спускаться по лестнице. Дверь отворилась снова, и на этот раз вышли уже двое мужчин, годившиеся Севим в отцы. Саид пулей вылетел на улицу и замер в нерешительности. Между тем дверь отворилась еще раз, и потом второй, и даже третий, и каждый раз из нее выходили мужчины. Целый час бессмысленно бродил Саид вокруг дома, пока к нему не вернулась решимость. Очертя голову, он бросился к дверному звонку, протянул уже руку, но кто-то, опередив его, уверенно нажал на кнопку. Саид испуганно оглянулся, сзади стояли трое атлетически сложных парней.
«Тебе что тут нужно, пижон?» – спросил один из них. «Извините, вы меня с кем-то спутали». «Ты из какой команды?» – спросил второй. «Я из команды? Я не из команды. Почему я должен быть из команды? Я сам по себе. С кем имею честь?» В этот же момент дверь распахнулась и, проглотив атлетическую тройку, тут же захлопнулась, будто сработала невидимая автоматика. В полной растерянности Саид вышел на улицу и принялся ходить взад и вперед, привычно размышляя над математической задачей. За 3 часа в квартиру фейерверков вошло 6, а вышло 5. Сколько человек может войти в сутки? Стоп! А почему сюда входят только мужчины? Нет, его Сивим не может жить в таком доме. Задача не решалась математическим способом. Саид огляделся по сторонам в надежде найти ответ, увидев вблизи магазин, и направился к нему. «Простите», – вежливо обратился он к хозяину. «Вы не скажете, в каком доме живет Сивим Ханым?» «Какая именно Сивим? Грифон? Или Сивим Всезнайка? Или Большая Сивим? Курдючная Сивим? Сивим Жвачка? Или супруга аптекаря? На нашей улице каждую вторую зовут Сивим». «Хозяин, коль это каланча футболист, то он наверняка ищет Сивим Грифониху». Саид показал на дом фейерверков. «Если мне не изменять память, она живет, кажется, в этом доме». «А, тогда-то вам точно нужна именно Грифониха». «Нет, ее фамилия, кажется, начинается на букву F». «Не фейерверк? Вот-вот. А вы из какой команды?» Саид вспомнил, что его уже спрашивали об этом, и не скрыл удивления. «Почему все думают, что есть какой-то команды?» «Ну тогда за кого вы болеете?» «Наверняка он болеет за ту команду, что и Сивим Грифон», предположил все тот же продавец. А другой продавец, внимательно посмотрев на Саида, сказал: «Этот тип не играет ни в анкерских, ни в стамбульских командах. Я всех игроков в лицо знаю. Да он вообще не футболист». Саид не стал их больше слушать, а поблагодарив хозяина, вышел на улицу и направился к дому Сивим. И надо же было так случиться, что как раз в это время девушка появилась на балконе. «Мама!» – закричала она. «Иди скорее сюда! Вон он, который хочет на мне жениться!» В тот же момент, когда Меджухар Ханым выплыла на балкон, Саид на повороте вдруг зацепился одной ногой за другую и едва не растянулся на асфальте во весь свой 184-сантиметровый рост. «Мне что-то не больно мне нравится этот длинный недотепа», – проворчала мамаша. Сивим крикнула в комнату: «Мальчики, идите скорее сюда, я вам покажу своего жениха!» На балконе появилась атлетическая троица. «Вот этот идиот хочет на тебе жениться?» – спросил Ахмед Стена. «Ты что, ревнуешь?» – усмехнулся Наджи, водолей вратарь Пыса. «Еще не хватало», – буркнул Ахмед. «Не слушай его, Сивим, это он от ревности», – начал снова Наджи. «Парень как парень, только тощеват малость. Впрочем, говорят, что тощий народ страстный. Ничего, сойдет и такой. Женихи нынче на дороге не валяются», – высказал свое мнение Мустафа Болт, лучший бомбардир команды Пыс. Если бы не срочные дела, Сивим, конечно, пригласила бы Саида в дом, или на худой конец сама бы вышла к нему. Но, как назло, именно сегодня она должна была встретиться с игроками и гениальным председателем клуба Пыс Дюндаром Болтунбеем, чтобы решить вопрос о том, как перетащить в Пыс защитника ГВН Озеро Бревно. Команда гонимых вечную нуждою, или сокращенно ГВН, была главным соперником команды Пыль Столбом или Пыса. И вечный спор между ними шел не только на футбольном поле, но и за кулисами большого спорта. С таким поручением могла справиться только Сивим. И Дюндар Болтунбей очень на нее рассчитывал. В свое время и Ахмеда, нынешнюю гордость Пыса, и национальной сборной сумела заполучить именно она. Сегодняшняя встреча проходила в тайне от Хасиб Бея. Глава дома фейерверков, уже не на шутку тревожа за честь семьи, категорически запретил дочери до замужества встречаться с футболистами. Пока у Сивим шло тайное заседание, Саиду надоело бегать вокруг да около. Он понял, что никогда не отважится переступить порог этого дома, и решил позвонить по телефону. Конечно, по телефону ему легче будет сказать обо всем, что переполняет его душу. Он расскажет Сивим о своих чувствах и спросит напрямик, согласна ли она стать его женой. И если она не согласится, он покончит жизнь самоубийством. Саид не мог звонить с уличного автомата. Признание требовало уединения. Взяв такси, он примчался домой. Слава Аллаху, дома никого не оказалось. Он отыскал телефон фейерверка в телефонной книжке и дрожащей рукой набрал номер. Иногда капризы современной техники играют роковую роль в жизни людей. Так случилось и на этот раз. Вместо дома фейерверков его соединили с чулочной фабрикой. «Алло», — ответил ему приятный мужской голос. «Не будете ли вы так любезны пригласить к дому Сивим Ханым?» «Пожалуйста». Вскоре в трубке послышался женский голос. «Я слушаю». «Добрый день, Сивим Ханым. Здравствуйте. Как вы поживаете?» «Хорошо, спасибо». Работницу Сивим частенько подзывали к телефону мужчины. Но мастер весьма неодобрительно относился к подобным разговорам, и поэтому ей не хотелось долго торчать у телефона. «Я беспокою вас, Сивим Ханым», — начал сдалека Саид, но его нетерпеливо прервали. «Говорите поскорее, что вам нужно, и очень спешу». Слова признания так и рвались из его уст, однако робость сцепилась клещами в горло. «Я», — мямлил Саид, — «позволил себе побеспокоить вас, потому что...» Короче, я хочу на вас жениться!» Выпалил неожиданно для самого себя Саид и, зажмурившись, умолк. Сивим вторая тяжело задышала в трубку, не зная, что сказать, и мучительно соображая, кто же это из ее дружков так ни с того ни с сего сделал ей предложение.
Может быть, тот, кто пристал ей 2 дня назад и тащился до самого дома? А может, кто-то решил пошутить? «Вы серьезно говорите?» – срывающимся голосом спросила она. «Конечно, очень даже серьезно. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы, Севим Ханым». «Все мужчины говорят так. Прямо и не знаю, можно ли вам верить». «Поверь, Севим Ханым, поверь, поверь», – как в лихорадке твердил Саид. «На всю жизнь? Да-да, на всю жизнь». «Ну смотри, чтоб потом в кусты не спрятался. А то меня уже звали замуж. И парикмахер Сулейман, и шофер Нури, и офицер Хамди. А где они?» «Я серьезно», – лепетал Саид. «Ведь я люблю тебя». «Ну, мне, честно говоря, уже давно хочется замуж. Главное, чтобы человек был порядочный, доктор или инженер, или на худой конец, и лейтенант сойдет». Если видел Саид скверно, то на слух он не жаловался. Уже в самом начале разговора голос Севим показался ему странным. «Вы здоровы, Севим Ханым? А что, может, простужены?» «Ну да, мне легкий насморк, к тому же я немножечко волнуюсь». «О господи, неужели вас волновало так мое предложение?» пронеслось в голове Саида. «Сегодня утром у меня дергался левый глаз, а это всегда к счастью», продолжала Севим вторая. «Я согласна стать вашей женой, но все-таки хотелось бы еще немножечко подумать. Сегодня вечером у меня свидание с одним студентом из университета. Студент, правда, был на самом деле сапожником. Мы с ним уже давно ходим, он тоже обещал жениться, только хвостом почему-то крутит. Так-то я хотела бы выяснить». «А любезно ли я с ним разговариваю?» вдруг подумала она и стала к месту и не к месту вставлять «извините». «Сегодня вечером, извините, у меня свидание с этим, извините, парнем. Если он придет, то уж извините, а если не придет, то извините тогда». «Значит, мы с вами тогда не увидимся?» – упавшим голосом спросил Саид. «Сегодня, извините, никак. Этот, извините, парень ревнует меня, извините, ужасно. И если он увидит, извините, вас, то вам, извините, не поздоровится. А вот завтра, извините, можно». «А мог бы я к вам прийти?» – осмелев спросил он. «Я не хотела, чтобы человек, который собирался на ней жениться, видел, в какой лачуге она живет. Нет, извините, я буду вас ждать завтра в кафе, извините, Этуаль, завтра в 6. В этот момент в комнату вошел мастер, и она поспешила быстрее закончить разговор. «Договорились? Да-да, до свидания. Всего хорошо, до завтра». Саид поцеловал трубку. Целый вечер и весь следующий день Саид метался, не находя себе места. «Я увижу ее, она согласна», — ликовал он, и тут же его одолевали мрачные мысли. «Извините, но есть еще студент, который может, извините, перебить меня?» И он мчался к дому Севим и бегал вокруг, глядя на освещенные окна, в которых мелькали многочисленные тени. «Который из них Севим? А может быть, это, извините, студент?» С трудом встав с постели после бессонной ночи, Саид стал выяснять, где в Стамбуле находится кафе «Этуаль». Их оказалось целых 3. А ведь не условились, в каком именно они должны были встретиться. Наверное, надо сначала пойти в то, которое ближе к ее дому, со свойственной ему находчивостью рассудил Саид. Если там ее не будет, возьму такси и съезжу в 2 других. 5 часов Саид был на предполагаемом месте свидания. Выбрав в углу столик, за которым можно было спокойно поговорить, он стал ждать свою суженую. За соседним столиком уже сидела Севим вторая и ждала человека, который накануне по телефону предложил ей руку и сердце. Время шло, его все не было, и чтобы не терять времени даром, она стала приглядываться к одиноким посетителям. Саида она даже не удостоила взглядом. Тоже мне мужчина. Саид взглянул на часы. 7 час, а невесты все нет. Пора, кажется, поехать в другие 2 кафе, а вдруг Севим как раз в это время там и явится. Саид подозвал официанта. «Сюда должна прийти молодая женщина, худенькая, черноволосая, с тонкими бровями. Попросите ее подождать, я скоро вернусь. Пожалуйста, задержите ее. Да, кстати, ее зовут Севим», — добавил он и щедро заплатил официант. Побывав в других кафе и никого там не обнаружив, Саид вернулся обратно и занял прежнее место. «Эфенди, может быть, вас устроит другая Севим?» — сочувственно спросил его официант. «Могу познакомить, останетесь довольны». Саид был в полном отчаянии. Не иначе она договорилась со своим студентом. К чему тогда были ее обещания? Разве можно было так забыть жаркие объятия в ложе кинотеатра? Ревность жгла ему душу. Он был готов на все. Если потребуется, он даст состояние. Вот только в каком оно сейчас состоянии, этого он не знал. Богатством Рыжесынов распоряжался семейный совет старейшин. Около полуночи Саид не утерпел и позвонил Севим. К телефону подошла ее мамаша. От растерянности он стал бормотать что-то уж совсем невразумительное. «Я не понимаю, кто вам нужен?» – рассердилась Межухары Ханым. «Извините, Эфенди, что беспокою вас так поздно. Не могу ли попросить телефон у Севим Ханым?» «Севим уехала в Анкару. Завтра там играет Пыс. Что передать ей?» «Пожалуйста, скажите, что звонил Саид». «Хорошо. Спокойной ночи». Только положив трубку, Межухары Ханым догадалась, что с ней говорил тот самый Саид, о котором дочь прожужжала ей все уши. Какая жалость, что она с ним не поговорила. Саид повесил трубку, белый свет стал мраком для него. Жизни на земле больше не существовало. Он заперся в своей комнате и никому не отвечал.